Всем привет! С вами Академия покера. Как вы относитесь к ситуациям, когда ваших карманных тузов переезжают худшие руки? Наверняка это не самые радостные переживания. Поделитесь своим отношением к подобным переездам в комментариях. А мы в этом видео покажем очень интересную раздачу, в которой разыгрывался просто огромный банк. Более $1 миллиона. И он, как вы уже, наверное, догадались, достался не обладателю пары тузов. Итак, раздача начинается с бурного негодования Тони Джи по поводу того, что ему не заходит карта, а все остальные играют против него, будто бы собрали сет или сильнейшую комбинацию. А тем временем китайский хай-роллер Тана Хуана получает заветную пару тузов. Полуфуа раздают 2 четверки. Этого достаточно, чтобы он закалировал страдл своего земляка. Бодяковский с разномастными король-дама уточняет у Пола, что тот сделал, уравнял ставку или, может, повысил. Тони Джи упрекает Фуа за то, что тот колет всех игроков, при этом вкладывая в банк недостаточно денег. Тем временем белорус делает крупный рейс. Остальные участники раздачи сбрасывают свои слишком слабые руки. Тони продолжает развлекать своих оппонентов нескончаемыми разговорами. На этот раз он рассказывает про Дойла Брансона и про то, как он с ним играл 10 лет назад. Тони восхищается мастерством легендарного покериста и признается, что никогда не мог прочитать руку Дойла. Поэтому ему приходилось постоянно ставить против своего именитого соперника. Бодяковский пытается выбить своих оппонентов и забрать банк. Но Тана Хуана с карманными тузами, конечно, не сдастся и ставит 110 тысяч евро. Это слишком мало. Полуфуа выбрасывает свои четверки. Бодяковскому будет очень сложно скинуть такую руку. У него слишком хорошие отцы, чтобы увидеть флоп. Кроме того, он находится в позиции, но белорус не спешит уравнивать. Ему тяжело принять верное решение. Абсолютно неважно, играешь ты по-крупному или не любишь рисковать. У нас для тебя есть сразу 2 эффективных курса по 9900 рублей, которые за тебя заплатит спонсор. От тебя остается лишь выбрать дисциплину – МТТ или кэш. После минуты раздумий Бодяковский все же колет. Открывается флоп. 5-3 дама. Очень опасные карты для Никиты. Примерно 55 больших блайндов в банке. У Бодяковского топ-пара. Очень сильная рука на таком борде, но он не подозревает, что у оппонента тузы. Тана Хуана делает продолженную ставку 110 тысяч евро, и опять Никите приходится принимать тяжелое решение. А вот Тони Джи с Даниэлем Кейтсом беспокоиться не о чем. Они весело беседуют и попивают вино. Никита все же закалировал эту ставку, и в банке уже 458 тысяч евро. На терне выходит шестерка, которая ставит Бодяковского в еще более неприятную ситуацию. Но также дает ему больше аутов. У него 32% шансов выиграть раздачу. Его собеседник Даниэль Кейтс делится своим мнением по этому поводу. Если меньше ожидаешь, то и меньше разочаровываешься. Тана Хуана ставит 250 тысяч евро, и Никита предполагает, что у него тузы. У Бодяковского очень хорошая рука, но он все равно не рад тому, что у соперника тузы. Никите надо посчитать свои шансы и принять верное решение. Если у Хуана треф или тузы, то он в очень больших неприятностях. Но мы-то знаем, что у Тана нет треф, но у него определенно достаточно шансов, чтобы идти до конца. Пока Никита принимает очередное тяжелое решение, Тони и Даниэль продолжают беседовать о книгах Стивена Хокинга. Кейт спрашивает: «Так что, если я прочитаю его книгу, мне станет все равно, буду ли я проигрывать?» Тони Джи отвечает: «Нет.
тебя это не будет волновать, да и вообще ты перестанешь беспокоиться обо всем. В этой ситуации самое эффективное решение — это all-in. Бодяковский так и делает. Хуан сразу же колет. Никита очень расстроился, увидев карты оппонента, хотя он сам недавно пророчил, что у китайца карманные тузы. Они оба собираются разыгрывать 1 164 000 евро. Тони Джи упорно советует Тану играть один раунд и даже готов гарантировать, что тот выиграет, если ривер будет открыт только один раз. Китайский покерист в раздумьях играть 1 или 2 раунда. И все же он не послушал совета, Тони решил играть дважды. Первый выходит трифовая пятерка, и полбанка уже точно достается Никите. Тони Джи признает, что играть 2 раунда была хорошая идея. Второй выходит тоже карта трифовой масти. Семерка, и Бодяковский забирает весь банк целиком. Хуан явно недоволен. Еще бы проиграть больше 1 000 000 евро в одной раздаче с лучшей рукой.